Добрый день, дорогие друзья! Это «Разговоры о важном» с Тамарой Эдельман. На наступающей неделе во всех российских школах будут обсуждать тему с замечательным названием «Герои нашего времени». И предлагается нам обсудить интересные вещи. Россия – страна с героическим прошлым. Современные герои – кто они? Россия начинается с меня. Предполагается, Россия – страна с героическим прошлым, есть современные герои, а если Россия начинается с меня, значит, я тоже могу быть героем. Вот это очень характерно для российской истории, для российской культуры и, конечно, особенно для советского периода, вот эта идея о героизме, который все определяет, о величии, грандиозности нашей жизни. Кто такой герой? Слово «герой» происходит от греческого слова «доблестный муж» или «предводитель». Герой, понятно, что в разные эпохи, в разных культурах по-разному определяли это понятие, по-разному подходили к героям. Но вообще герой – это кто-то, кто, larger than life, да, какой-то больше нас всех, сильнее нас всех. Вот в греческой мифологии герои – это не совсем люди, они не боги, но они обладают какой-то особой силой, особой доблестью. Ясно, что мы сегодня не верим в Геракла существование или других героев, но у нас тоже такое ощущение, что герой, он какой-то особенный. Он какие-то удивительные вещи совершает. Как нам предлагается это обсуждать? Провести вступительную беседу о непростой судьбе нашей страны, о войнах, которые выпали на долю народа, и о героизме тех, кто вставал на ее защиту. Приехали к всем известному, всем понятному, привычному и все равно очень противному выводу. Герои – это те, кто воюют, а все остальные – это так, мелюзга. Потому что самое главное, вот оно, непростое прошлое России, что Россия воюет, или кто-то идет ее завоевывать, и герои защищают, или наоборот, мы от кого-то защищаемся, и тогда, мы не говорим слово «вторгаемся», а куда-то идем, и там тоже совершаем героические подвиги. И героизм проявляется только в этом. Очень характерно, что набор, исторических героев, вот он в XIX веке эксплуатировался властью, и потом постепенно, в сталинское время, когда государство начало отказываться от революционных идей и все больше смотреть, например, самодержавие, то, в общем-то, весь этот пантеон святых возродили снова. Александр Невский, Дмитрий Донской, Минин и Пожарский, Петр I, конечно, Суворов, Кутузов. То есть это или какие-то государи, которые много воевали, или полководцы, или те, кто шли на войну, собирали за собой людей. Вот это такой высший уровень людей. А то, что были еще те, кто пахали землю, те, кто создавали предприятия, те, кто занимались искусством, те, кто лечили людей, учили. Это такие, в общем, простые люди. А вот ты герой, если ты совершаешь что-то невероятное. Желательно, если ты еще жертвуешь жизнью. Оборотная сторона абсолютного презрения к человеческой жизни, которая так характерна для советской власти. С одной стороны, люди все букашки, но если ты хочешь по-настоящему возвыситься и стать героем, конечно же, как ты будешь служить государству, и тогда ты будешь чем-то, кем-то невероятным, и отдашь свою бессмысленную жизнь, но таким образом ты возвысишься. Это, конечно, на самом деле было и до советской власти. Скульптура, сделанная в XIX веке скульптором Димут Малиновским, очень хороший пример. Она называется «Русский Сцевола». Муций Сцевола был герой римский, а Рим тоже любил такие героические образы, который попал в плен к врагам, ему стали угрожать пытками, если он не откроет какие-то вещи. И тогда он подошел к жаровне, стоявшей здесь, положил правую руку на эту жаровню и совершенно спокойно, не изменившись в лице, сжег свою руку, чтобы показать, что никакими пытками его не устрашить. А вот русский Сцевола – это такая абсолютно, конечно, фальшивая придуманная байка. Что-то мне подсказывает, что с Муцием Сцеволой тоже не все так просто, но бог с ним. А русский Сцевола после войны 1812 года, когда очень много возникало таких фальшиво-патриотических, героических повествований, стали говорить и писать о неком крестьянине, которого якобы наполеоновские солдаты заставляли служить французской армии, и для того, чтобы он уж точно служил, они ему поставили клеймо
букву «Н» французскую на левую руку. И вот русский Сцевола изображен в тот момент, когда он держит топор в руке, а он, естественно, очень мощный, он вот тоже larger than life. Он держит топор, чтобы отрубить себе левую руку. Сама идея, представьте себе, что крестьянин будет просто так отрубать себе руку, и он больше не будет работником никогда, не сможет семью свою кормить, потому что у него здесь букву «Н» выжгли. Ну, я не говорю о том, что это вообще все байка, конечно. Эта идея совершенно безумна, но вот она показывает такое отношение к герою. Герой, он настолько мощен, что он всегда ради государства пожертвует своей жизнью. Мы не знаем, сказал ли действительно Сталин фразу о том, что страна должна знать своих героев. Но факт тот, что во время войны огромное количество реальных людей, совершивших реальные подвиги, и людей, чьи подвиги были придуманы, как, например, с 28 панфиловцами, вот эти люди возводились в какой-то вот сан героев, в это небесное воинство. Их истории подробно описывались там, в газетных статьях, в книгах, в учебниках, в фильмах, так, чтобы о них знали все, от маленьких детей до пенсионеров. И они подавались как пример. Вот в чем очень важная вещь. Я говорила об этом в разговорах о Зое Космодемьянской. Зою Космодемьянскую невероятно жалко. И ей можно сочувствовать, ее можно оплакивать. Она всегда подавалась как пример правильного поведения. Вот эти дети сразу после школы пришли в диверсионно-разведывательную школу, и им сразу сказали, что они погибнут, и, скорее всего, погибнут мучительно. У Светланы Алексеевич в книге «У войны не женское лицо» одна из героинь говорит: «Нас в школе учили любить смерть». Их учили быть героями. И предполагается, что любой может стать героем. В фильме «Веселые ребята» Леонид Утесов поет замечательную песню, веселую, такую красиво все это снято, как он идет, и за ним все больше и больше идут, и он играет на своей какой-то дудочке пастушеской и поет легко на сердце от песни веселой. А там, в частности, есть такие слова: «Мы все добудем, поймем и откроем». Добудем, естественно, имеется в виду руду добудем, а не в магазине. Холодный полюс и свод голубой. Тоже очень характерно. Холодный полюс – это полярники, которые в 30-е годы окружены тоже героическим ореолом. Свод голубой – это летчики. Когда страна быть прикажет героем, у нас героем становится любой. Здесь это очень так вроде бы красиво, да, то есть любой может стать полярником, любой может стать летчиком, актером, певцом, кем угодно. Но это предполагается на самом деле, что любой может умереть, отдать свою жизнь. Вот такого героизма от нас ждут. Когда вышло видео про Зою Космодемьянскую, то я получила очень много разных откликов с поддержкой, осуждающих меня. И одна женщина написала очень подробный комментарий, она его написала в паблике, так что я думаю, что я имею полное право сейчас его прочитать. Она написала на следующее. Очень сложная тема про героев и подвиги. Мужчина, который спас в Анапе тонущую по собственной глупости женщину, тоже совершил самоубийственный поступок. Оставил своих детей без отца. Как к нему относиться? Как к герою или к глупцу? А завтра кто-то нас не спасет, потому что совершать самоубийственный поступок – это глупость. Как к этому относиться? Спасатели, которые, рискуя жизнью, спасают горе-альпинистов с Эльбруса, Эвереста и других мест. Как к ним относиться? Это очень скользкая тема. Мне кажется, Зоя прежде всего смогла победить себя. И вот это главный поступок с точки зрения нашего сытого и спокойного времени. Ну, это очень интересная мысль. Подобные вещи, может быть, тоже имеет смысл обсудить в классе, когда говоришь о героях. Но эта позиция для меня абсолютно неприемлема по нескольким причинам. Человек, который бросился кого-то спасать, бросился по побуждению своего сердца. Спасатели, которые, нам, скажем, спасают людей в горах или рыбаков, уплывших на льдине, это их работа. Они выбрали свою работу, они этим занимаются, получают за это деньги. Это их личное решение. Мы можем восхититься людьми, которые принимают это решение. Мы не можем говорить людям: идите на смерть ради других людей или ради идей, или ради чего угодно. Ты сам можешь за себя решать все, что угодно. Не надо призывать к этому других. И другая вещь. Мне немножечко кажется странным, когда наше время называют сытым и спокойным. Но вообще-то, если честно говорить, я предпочитаю сытое и спокойное время голодному и военному.
И тому времени, когда детей посылают на смерть, тому времени, когда все время требуются герои, когда люди не могут жить спокойно, когда люди не могут жить обычной жизнью, которая всегда почему-то, вот эта обычная жизнь, кажется какой-то второстепенной. Когда человек просто хочет обычного счастья, спокойствия и сытости, да, и сытости, то он оказывается трусом, он оказывается недостаточно революционным, он оказывается мещанином. Там в разные эпохи это называют по-разному. Но главное, что он оказывается каким-то плохим. А это вообще обычная жизнь. Мне куда ближе как раз мысль о том, что самые обычные люди, не пытающиеся жертвовать собой, не пытающиеся отдавать свою жизнь, потому что им приказало это государство. Самые обычные люди в своей жизни могут совершать замечательные поступки. Американский социолог Филипп Зимбардо написал очень страшную книгу «Эффект Люцифера», которая на 90% посвящена исследованию того, как в обычных людях просыпается зло, как они становятся преступниками, палачами, как они унижают других людей. Хотя вроде бы до этого жили совершенно спокойно. Зимбардо, конечно же, цитирует Ханну Аренд, знаменитого философа, которая ввела понятие, очень сегодня распространенное, банальность зла. Ханна Аренд описывала процесс, проходивший в Иерусалиме над Адольфом Эйхманом, человеком во многом ответственным за непосредственную организацию Холокоста, и пришла к выводу, что вот этот совершенно не злодей романтический, не ужасный какой-то монстр, а обычный эффективный чиновник, он оказался виновен в гибели миллионов людей. И отсюда это понятие банальности зла, что самый обычный человек может стать злодеем. И Зимбардо, который очень много об этом пишет, вот именно о том, как люди становятся злодеями, говорит, но я хотел бы вот этому понятию банальности зла противопоставить понятие банальности героизма. Не героизм обязательно самоубийственный. Он имеет в виду, что самый обычный человек может пойти против обстоятельств, против государственной власти, против власти общественного мнения и своих друзей, а это очень сильная власть, потому что он считает, что правильно поступать по-другому. И таких примеров мы тоже знаем очень много. И вот в таком смысле действительно героем может стать любой. Не для того, чтобы идти на Северный полюс. Ну, если кто-то идет, то я рада за него, может быть, даже ему завидую. Но, на мой взгляд, герои современные – это врач какой-нибудь районной больницы, который, несмотря ни на что, на свою ничтожную зарплату, на перегруженность, на ужасное оснащение больницы, он продолжает спасать человеческие жизни. Это учительница, которая, несмотря на ужасную перегруженность, огромное количество часов, необходимость проверять тетради, заполнять бумажки дурацкие, несмотря на давление начальства, она продолжает учить детей с уважением, с любовью к ним, и учит их добру, и учит их мыслить, и учит их по-настоящему разбираться в окружающем мире. Вот эти люди представляются мне героями. Мне представляются героями правозащитники, например, сотрудники общества «Мемориал», которые, опять же, несмотря на невероятное давление власти, продолжают защищать права человека, продолжают заниматься историей и не дают нам возможности забыть о сталинских преступлениях. Мне представляются героями сотрудники благотворительных организаций сегодня в России, когда пожертвования падают, когда государству они не нужны, а они продолжают и продолжают свое благородное дело. Мне представляются героями Алексей Навальный или Илья Яшин, которые могли бы избежать тюрьмы. Навальный мог бы не возвращаться в Россию, Яшин мог бы уехать из России. Они поступили так, как считали нужным. Можем сказать, что они поступили в какой-то мере самоубийственно? Ну, надеюсь, что нет. Но, во всяком случае, это было их решение. И вот я бы очень хотела жить в такой стране, где не нужно быть героем, и где страна не приказывает тебе быть героем, где ты можешь жить спокойной, достойной и свободной жизнью. Для этого действительно часто нужен героический труд, но это уже совсем другое дело.
Если бы я сейчас изучала этот вопрос в классе, я предложила бы ребятам для начала написать свое определение. Герой – это. Потом дать примеры наиболее уважаемых ими героев. Кстати, там могут оказаться самые разные люди. Далеко не обязательно те, кого спускает пропаганда. Потом выяснить, почему этот герой или тот, кто больше достоин уважения, на кого бы они хотели быть похожими. Здесь могут быть самые разные варианты. И я, конечно, обратилась бы к истории, обратилась к тому, кого в разные времена считали героями, и предложила бы им высказать свое мнение по этому поводу. И главное, конечно, посмотреть, как общая обстановка в стране связана с тем, кого в стране считают героем. Успеха всем в разговорах о важном и хорошей недели!